Друзья, всем привет! Вы на канале Living in Paradise, все о жизни в Греции. С вами, как и всегда, Константин, и за камерой сейчас Лариса. Иногда мы меняемся местами. И в этом видео мы хотим вам рассказать и показать настоящую греческую продукцию, которую можно или даже нужно привезти домой себе или в подарок. Устраивайтесь поудобнее, видео должно быть интересным. Погнали! Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα και το φωτεκατήρι δεν της χάλασα. Друзья, мы направляемся к центральному рынку Салоника в Капане. Не скажу, что это место, которое необходимо обязательно посетить или делать там рекомендованные нами покупки, но там сгруппировано все в одном месте. Будет очень удобно и продуктивно снимать видео, а заодно мы пройдемся вместе с вами по рынку. Пойдемте. Друзья, мы в центре города протискиваемся среди толп студентов, потому что Салоники поистине студенческий город. Очень молодой, много молодежи везде, особенно в рабочие дни. Друзья, вот мы пришли на рынок. Здесь начинаются рыбные ряды, но рыбу мы вам не будем к покупке рекомендовать, как подарки или то, что нужно везти. Хотя очень вкусная греческая рыба. Пойдемте. Мы забирались. Что? Друзья, вот как мы говорили в предыдущем ролике, греки очень общительные. Мы сейчас просто проходили с камерой, и нас позвал продавец, сказал: иди там внутри снимай, сделай мне небольшую рекламу. В общем, так, активно зазывал. Ребята, сразу хочу оговориться, что несмотря на то, что в Греции одни из лучших в мире шубные мастера, и действительно хорошие шубы можно найти, мы их не будем рекомендовать к покупке и как-то их обозревать, ну, по крайней мере, в этом ролике. Потому что это, уже как бы нет такой мировой моды на эти шубы, это не модно. Ну и во-вторых, честно говоря, жалко зверьков. Поэтому, друзья, никого не осуждаем за шубы, но лично не одобряем. На этом рынке он как продуктовый, так и вещевой, так и сувенирный, и здесь церковная утварь продается. В общем, все что угодно здесь можно найти. Но объективно здесь цены подороже и лучше поторговаться, конечно. Друзья, когда мы задумываемся о том, что привезти из Греции, какие сувениры, первое, что приходит на ум, это, конечно же, оливковое масло и оливки. Существует огромное разнообразие различных масел, фирм, производителей, оливки на любой вкус, с любой засолкой, маринадом. Если честно, даже живя в Греции, мы в этом во всем до сих пор не разбираемся и каждый раз испытываем трудности при выборе этого продукта. Мы пришли к одному магазину крупному с маслом и оливками. Сейчас мы зайдем внутрь и все расспросим хозяина магазина и все вам расскажем. Пойдемте. Я хотела бы спросить, когда я прихожу в магазин, не могу определиться с тем, что выбрать, потому что есть огромный выбор продукции и фирм-производителей. Ассортимент каждый год меняется в зависимости от погодных условий. Также, согласно возрасту оливкового дерева, меняется и вкус его плодов. Относительно масла, в зависимости от качества, представленного в каждом конкретном магазине. Например, у нас только хорошее масло. Что значит хорошее? Оно все первого отжима и с низкой кислотностью. Чем ниже кислотность, тем выше качество масла. Пойдемте посмотрим масло. Все эти масла с острова Крит, с кислотностью начиная от 0,2 и до 0,8. Например,
Это конкретное масло уже 3 года считается лучшим в Европе. Где указывают кислотность? Возьмем это маленькое. Кислотность указана здесь. Вот, пишут 0,4. Какая кислотность должна быть у масла? Начиная от 0,1, 0,2 и достигая 0,8. Но 0,8 это уже не холодный отжим. Вот как пример, здесь написано холодный отжим, cold extraction. Мы слышали, что на таком масле нельзя жарить, можно только добавлять салаты, например. Можешь готовить что угодно на таком масле. Просто нет смысла этого делать, поскольку оно стоит в 5 раз дороже. Мы спрашиваем, потому что говорят, что это вредно для здоровья, жарить на масле первого отжима. Нет, это не так. Просто еда становится более тяжелой. Имеет значение, в какой таре брать масло? Да, имеет, для туристов. Потому что в стеклянную бутылку ты не сможешь взять самолет. Металлическую, пожалуйста. Вкус меняется от упаковки? Нет, абсолютно не меняется. Также у нас представлена и биологическая линейка масел, которые вообще без добавления каких-либо добавок. То есть, как собрали с дерева. И сколько оно стоит? Около 42 евро. А обычное? 30 евро. А это масло с различными травами. Переворачиваешь вот так, и масло пропитывается ароматами трав. Требуется всего несколько капель в салат, потому что очень насыщенный вкус трав. Также у нас представлено и монастырское масло. Есть ли какая-то разница? Нет, просто оно монастырское и имеет красивую упаковку, которая больше подходит для подарков. А здесь у нас есть, пойдемте сюда, масло, которое можете использовать в лечебных целях. Его много берут, например, для обработки ран. Оно очень полезное, но дороговато для 500 миллилитров. Туда что-то добавляют, в отличие от обычных масел? Вероятно, что-то добавляют, ведь такая бутылочка стоит 14 евро. Я слышала, что в Греции нет масла первого отжима плохого качества. И можно покупать более дешевую линейку. Это правда? Греция – это страна, которая в основном производит только масло и оливки. Это основной ее продукт. Есть очень много производств, поэтому, как пример, Северная Греция, где мы сейчас находимся, если вы проедетесь по Халкидикам, слева, справа вы увидите только оливковые деревья, ничего больше. Ну и вследствие большого количества производителей понижается и цена. По этой причине большой объем масла экспортируется и также в другие страны. А это то же самое? Это подарочная упаковка, те же самые масла, но внутри еще есть и бутылочка бальзамического соуса. Те оливки, которые продаем, делаем мы от самого начала и до конца. То есть вы их производите? Да, мы их производим на нашем заводе. Закупаем их напрямую у фермеров. И вот результат нашей работы. Продавец любезно озвучил нам весь ассортимент оливок, представленных в их магазине. Выбор очень огромен, от обычных соленых оливок до фаршированных различными начинками. Можете нам рассказать, почему оливки разного цвета? Это зависит от дерева, от сорта. Просто мы находимся в месте, откуда происходят оливки. Если во всем остальном мире существует 10 их видов, то в Греции 50-60 видов оливок, и они все разные.
Я живу здесь, но не могу понять, какие оливки все же нужно покупать. При обслуживании наших посетителей мы даем им попробовать оливки. И что им понравится, то они и купят. Без дегустации не оставляем никого. Друзья, очень интересная тема. У них есть машинка для вакуумной упаковки. И здесь можно прям взять и заказать там 2-3 килограмма. Они прям вот так в вакуум упакуют. И можете спокойно везти в самолете, там, в поезде, в машине. То есть не бояться, что это все там где-то разольется, разобьется и так далее. Очень хорошее. То есть это не то, что в супермаркете продают, там запечатали и там год оно висит. Нет. Это вот вам возьмут отсюда же все свежее и запакуют там у них внутри в магазине. Это с острой паприкой. Это микс из разных сортов оливок. А это из самого популярного сорта оливок во всем мире. Мы достаточно узнали. Спасибо вам за все. До свидания. Друзья, мы подошли к сувенирной лавке. И сейчас мы зайдем внутрь. Я вам покажу какие-то такие вещи интересные, которые вы можете приобрести, забрать с собой в подарок себе, как декор, на память и так далее. Пойдемте. Мы не будем говорить о том, что можно магнитики купить. Я думаю, что эти магнитики можно везде будет вам взять и в любой деревне. Покажем что-то такое более интересное и познавательное. Друзья, начнем с фигурок. Это алебастр. Большинство здесь посвящено мифологии Древней Греции. Друзья, вот очень классная фигурка Зевс. 42 евро стоит. Очень красивый. Такие фигурки вы можете приобрести. Считаю, как декор, как подарок. Очень символично. Здесь есть фигуры Сократа, Аристотеля, Фагора. В общем, греческих деятелей исторических. Спартанцы, медузы, горгоны. Вот они, две. Вот здесь есть еще, я приметил, смотри, какая для декора классная штучка. Есть уже большие фигурки, шлемы греческие. Большие фигурки, вот спартанец. Но это уже сделано из металла они. Друзья, все мы ходим к врачам, и я считаю, что если вы подарите эту вещь врачу, он вам будет очень благодарен, для него это будет приятным сюрпризом. Это клятва Гиппократа, она тоже сделана из алебастра и выполнена на древнегреческом языке. Это у нас здесь вазочки, вазы ручной работы. И это копии с ваз, которые стоят в музеях в Греции. Вся ручная работа, керамика. В общем, по ценам маленькие где-то 16, большие 27. Здесь это греческий фарфор. Я думаю, что это во всем мире вот этот узнаваемый бренд. Да, единственное, что когда вы такие вещи берете, должны понимать, что в самолете обращение с багажом, так скажем, не очень культурное. Поэтому их нужно хорошо упаковывать в мягенькую пленочку, чтобы ничего не разбилось. И, кстати, в большинстве магазинов вы можете попросить, вам их упакуют как положено. Друзья, еще что мне очень нравится. В Греции делают вот такие вот очень интересные шахматы. То есть для подарка вообще классная вещь. И себе, и подарок, и как декор в комнату. Отличная вещь. Вот, смотри, какие шахматы здесь. Смотрите, какие пешки. Стоимость, конечно, работа очень хорошая. Это камень, что ли, какой-то? Озвучь нам цену, чтобы... Цены вот 78, это шахматы сами стоят. И доска 63. Да, очень достойный подарок, особенно для ценителей. Вот, посмотрите, еще какие маленькие есть. Эти вообще со спартанскими щитами. Пешечки. Друзья, чаша Пифагора. Если много наливаете вина, то отсюда оно выливается. То есть понемножку можно наливать и пить. Тоже символический подарок. Национальный греческий колорит.
Выбираем. Кстати, в качестве подарка советуем присмотреться и к косметике на основе оливкового масла. Очень популярная как среди местных жителей, так и среди туристов. Смотрите, какое разнообразие. Друзья, самым популярным косметическим подарком, который вы можете привезти из Греции, мы так посчитали, что это мыло, которое делают в Греции на основе оливкового масла, с добавлением каких-то ингредиентов. Там алоэ вера, розмарин, здесь кокос, апельсин. В общем, очень большое разнообразие. Вот есть простое оливковое масло, мыло на основе оливкового масла. Пожалуйста, простое, нетребовательное. В общем, можно мыться, мылиться. Смотрите, значит, здесь опять же мыло на основе оливкового масла, но здесь уже с добавлением молока ослов. С добавлением уже ослиного молока. Тоже, я думаю, что будет хорошим подарком, да и в быту пригодится. Это все делается у нас в Греции, здесь. Мыло все очень красиво упаковано, ну и, соответственно, и стоит дороже. Но можно найти обычное мыло без упаковки, оно будет стоить гораздо дешевле, но в качестве ничем не уступает. Поэтому можно этим тоже пользоваться, советую. Друзья, мы закончили с сувенирами, сейчас направляемся, погуляем по рынку, попробуем найти магазин с алкоголем, чтобы вам показать, какой алкоголь можно привезти из Греции, или даже нужно привезти из Греции. Пойдемте. Так, друзья, мы нашли алкоголь. Сейчас попробуем. Алкоголь попробуем. Ну, желательно нам попробовать алкоголь. Желательно весь. Пойдем. В Греции есть такой вид вина, называется рицина. Ему уже там порядка 3000 лет, рецепту этого вина. Откуда это пошло? Значит, в Древней Греции амфоры с вином, чтобы не попадал туда воздух, закрывали сосновой смолой. И находясь в этой амфоре, вино приобретало немножко смоляной вкус. И он настолько прижился, что этот рецепт, он популярен здесь, в Греции, до сих пор. Его любят и молодежь, и люди постарше. Рицину могут производить только греки. Я не знаю, это связано с патентом или нет. Сейчас, значит, уже амфоры с вином не закрывают смоляной пробкой, но на этапе производства чуть-чуть добавляют, как-то там выдерживают, прогоняют. В общем, небольшой привкус смолы остается, и он придает вину очень необычный вкус. Ну, лично мне нравится. Не вся, есть подешевле рицины, где вкус смолы, он более ярко выражен. Ну, честно говоря, я не могу их пить, но, например, вот эта рицина, королевская Василики рицина, очень хороший продукт, я лично его пробовал, рекомендую всем. И вот это тоже, кехрибари, рицина тоже очень хорошая, я тоже ее пробовал, отличный вкус. В общем, друзья, рекомендую попробовать рицину. Не знаю, это как многим, половине нравится, половине не нравится, но тем, кто нравится, с ума от нее сходят. Друзья, в Греции производится греческая водка. Это еще один продукт, который делается в Греции, называется уза. Греческая водка с небольшим добавлением, с перегонкой винограда. В общем, тоже можно брать и в подарок, и попробовать. Не знаю, я не любитель, конечно, уза, но есть и подарочные упаковки вот такого плана. Есть и обычные, недорогие, так скажем. В общем, уза можно найти на любой вкус, на любой кошелек и в любой подарочной упаковке, потому что, в принципе, это греческий лейбл. Друзья, ну и, безусловно, самый узнаваемый бренд на алкогольном рынке греческий – это коньяк Метакса. Начинается от 3 звезд, но в Греции в основном его используют в кулинарных целях, там добавляют сладости. 5 звезд, 3 звезды, 7 звезд, 12. И здесь даже есть 30-летний, 30-звездочный, ну так сказали. Я не знаю, есть такая позиция 30 звезд, но то, что он 30 лет, выдержки у него, резерв, пожалуйста.
И бутылочка очень красивая и настоящий вкус Греции, греческого коньяка. Это тоже, значит, 30-летней выдержки коньяк. Просто он выполнен в такой подарочной упаковке. Очень красиво. И вообще Метакса производится, наверное, большинство этого коньяка производится в таких необычных подарочных упаковках. Конечно, любая, ну практически там 5 и выше звездочная Метакса упаковывается. Ну покажи упаковки. Упаковывается вот в такие красивые упаковочки. Бутылочка Метаксы, она сама по себе красивая. 50 евро 12-летний коньяк, 30-летний 65 евро. И вот подарочная упаковка, она будет 70 евро, уже подороже, ну, из-за бутылки. Рекомендуем приобретать, в том числе именно такой алкоголь в Греции. То, что лично мне очень нравится, помимо рицины в Греции, из всех крепких алкогольных напитков я предпочитаю Ципуро. Это тоже такой греческая водка, наверное, как самогон больше. Тоже виноградная. Значит, существует Ципуро с таким анисом. Он такой сладковатый даже немножко вкус. И существует Ципуро без ничего. Обычная, как самогон, наверное, чистый по вкусу. Значит, рекомендую попробовать в Греции. Покупайте. То есть это, я считаю, что это из крепких напитков одно из лучших, то, что есть в Греции. Здесь вы можете купить не только большие бутылки, но и такие вот маленькие подарочные, которые легко будет везти и в самолете, и дарить. Ну, в общем-то, по алкоголю, наверное, все. Пойдем. Друзья, поскольку мы в Греции, мы не могли пройти мимо церковной тематики, поскольку Греция это, по сути, здесь была Византийская империя, которая дала миру распространенное понятие христианства. Соответственно, здесь очень много святых мест, где производятся различные иконы, крестики, в общем, церковная атрибутика. Это и Афон святой, и Метеоры. В общем-то, святых мест в Греции очень много. Но мы сейчас пройдем в церковную лавку, посмотрим, что можно купить, привезти в подарок людям, людям верующим, интересующимся. Будет приятно получить такой подарок. Пойдемте. Друзья, здесь многие вещи, не все, конечно, ручной работы и сделаны именно в святых местах. Поэтому, покупая здесь, ну, нужно знать, правда, покупая здесь определенный крестик, вы как бы берете частичку того святого места, где он был сделан. Есть такие браслетики на руку, тоже очень символичные, с крестиками. Можете приобрести. Друзья, здесь вы, в общем-то, можете найти крестики любые. Здесь и деревянные, и металлические есть. И цепочки выполнены, видите, как четки, наверное, из дерева. Друзья, также здесь вы видите плетеные крестики, что цепочка как бы выполнена из плетения, что сам крестик. В общем, по ценам, в принципе, вы можете найти здесь как дорогие какие-то вещи, так и недорогие. То есть, я думаю, что любой человек может позволить, кто хочет, может позволить себе купить здесь какую-то атрибутику. Пойдемте дальше. Друзья, вот здесь есть очень интересные деревянные кресты, очень в красивом стиле они выполнены. Посмотрите. Ребята, здесь даже можно найти такие кресты с молитвой. Это молитва на греческом языке «Отче наш». Такой же крест есть. Поскольку мы уже внутри помещения, такой же крест есть на русском языке «Отче наш». Это храм святого Димитрия, судя по всему. Такие есть маленькие. Даже можно взять маленькие копии церквей греческих.
В церковной лавке всегда огромный выбор икон. Обязательно, если вы ищете определенную икону, спросите у продавца, потому что самому, конечно, сложно разобраться, особенно если имена написаны на греческом языке. Здесь, как нам сказали, только эти иконы ручной работы. Смотрите, очень красивые. В Салониках очень развита иконопись. Здесь есть школа иконописи. Кстати, одна моя подруга из Франции, которая живет здесь в Салониках, Наталья, привет, она занимается иконописью. Друзья, мы, безусловно, не будем здесь все показывать, поэтому я вам скажу так, что в Греции, в церковных лавках вы можете найти на свой вкус любую церковную атрибутику, то, что вам нравится. И какие-то мелочевки, какие-то крупные вещи, иконы, кресты большие, и что-то поменьше, в машину, на руку, куда угодно. В общем-то, обязательно, если вам эта тема не безразлична, я считаю, что из Греции какую-то вещь церковную нужно привезти, потому что, как я уже говорил, это частичка, так скажем, Святой Земли. Так, сейчас Харистуна и писит. Ну а для сладкоежек лучшим подарком, конечно, станут национальные греческие сладости. Сейчас мы вам покажем некоторые из них. И, конечно же, лучше с собой в дорогу брать упакованные уже в коробку, чтобы легче было перевозить, ничего не пролилось, не рассыпалось, так будет удобнее. Вот одна из популярных греческих сладостей – это лукум. Если вы пробовали турецкий рахат лукум, то очень похожие продукты. Можно выбрать любой по вкусу, с фисташками, с фруктами, гранат, орешки. Следующее, что мы можем предложить, это пахлава. На греческий манер называется баклава. Тоже с различными вкусами: орешки, мед, сироп сахарный. Здесь даже акция идет 2+1. Можете даже сэкономить немножко на подарках. Это очень популярное греческое лакомство курабьедес. На самом деле это рождественское печенье. Его выпекают в пекарнях только в Рождество, поэтому сейчас можно найти только в коробках. Но очень вкусно. И, безусловно, лидер – это греческая халва. В нашем представлении халва в России – это что? Это из арахиса, либо из подсолнечника. Здесь делают в основном только из кунжута. Тоже с разными добавками, с орешками, с какао, на любой вкус. Вот так выглядит. Есть в коробочках. Я думаю, что в России она называется тахинная. Такой продукт вы точно не найдете, советую купить в Греции. Еще один популярный продукт греческий, греческая сладость, называется тахини. Это такая паста, сделанная из кунжута. Из нее, кстати, делают как раз эту халву, о которой мы говорили. Такой немножко специфический продукт, без всяких добавок, на любителя. Но если с какао, с медом, бывает с апельсином, очень вкусно. Ребята, до этого мы вам показывали сладости уже упакованные в целлофане, в картонных коробках. Мы дошли специально до магазина, где продают сладости уже на развес и упакуют вам их здесь. Сейчас мы вам их покажем, пойдемте. Это в сиропе уже сладости, и вы должны будете попросить, чтобы их вам упаковали по специальную коробку, для того, чтобы вы могли их перевезти там в самолете. Также на развес здесь вы можете взять и такие шоколадные конфетки с различными вкусами. Честно говоря, тяжело в этом магазине что-то говорить, потому что хочется это все покушать. Есть еще шоколадные конфеты, каждая, которая упакована в фольгу. Их в основном готовят из шоколада, бисквита и орешков. Тоже очень интересно, их тоже удобно везти, их могут упаковать. В общем, проблем с ними не будет. Честно говоря, мы не удержались. И пока снимали видео, я даже заказал парочку сладостей. В такие магазины в Греции нельзя ходить, не попробовать ничего. Друзья, еще один момент. Вот эти красивые сладости мы не можем рекомендовать. Вы их просто не довезете. То есть они испортятся, скорее всего. Их надо вот здесь покушать. Но рекомендуем прийти и попробовать здесь. С собой брать их тяжело, конечно. Друзья, на этой сладостной ноте мы хотим закончить наше видео. Надеюсь, оно было очень полезным и вам понравится. Не забывайте подписываться на наш канал. Мы с вами прощаемся. Пока. Пока, до новых встреч.